там поставили к стенке кирпичной. И было много людей с оружием, вот, ходили, и каждый предлагал там что-то, ну, что-то с нами сделать. Кто-то предлагал там в ноги пострелять, кто-то просто предлагал убить там. И... Предлагал кому? Ну, просто вот между собой они вот общались, и каждый свою идею предлагал. Их был один там человек, который говорил, что не стоит, потому что он сказал, что нужны для чего-то были. Вот, когда волокли нас из машины санитарной, там были товарищи, у которых были прострелены ноги, они не могли быстро самостоятельно передвигаться. Вот, и их силой кого-то волокли, кого-то там подталкивали, били. Мы там содержались в каком-то спортивном зале, спали на полу. Ночью было холодно, и там постоянно, когда прилетал какой-либо снаряд, был слышен взрыв. Слышно было, как открывается дверь, и выходят мужчины и начинают избивать летчиков, как я понимал. Там у нас находились 2 летчика, их постоянно били, не давали им спать. И в любой момент можно было ночью услышать, как спрашивают летчики: вы спите? И они заставляли их отвечать, что мы не спим, небо сторожим. Вот их постоянно издевались вот они над летчиками и говорили, что если летчики вернутся в Россию, то только инвалидами. Когда вот лежали в спортзале, там вот применяли физическую силу к офицеру, майору. 2 дня они его избивали, потом они везли его в подвал вниз. И потом они сказали, типа, вот что он умер от потери крови. Артиллеристов они его очень сильно избивали. Даже когда я был в спортзале, там привезли 3 человек, один из них был артиллерист, они там тоже его избивали. Разведку тоже там они очень не любили. Мы сидели в подвале, также часов 6-7 просидели, также с закрытыми глазами. Там вот сняли первое видео с нами, допрашивали нас. Все это происходило под воздействием оружия. То есть они представляли в голове там оружие. Потом нас оттуда забрали к военной полиции. Там мы жили в казарме, также допрашивали. Если на какие-то вопросы мы не отвечали, говорили не знаю, что нас били. Получается, нас видели 6 человек. У товарища моего спрашивают, где последний, где 6-й. Он ему на него показывает, и этот товарищ стоит на коленях, руки за голову, сдается. И он с разворота, получается, пустил в него очередь из автомата. Получается, мы уже все лежали лицом в землю. Нас, получается, начали отводить по одному в машину, которая подъехала. Одному товарищу нос сломали. Нас, раненых, хотели добить. Один кричал вечно в рацию, что давайте я их добью, чтобы лишний раз с ними не возиться. Я лежал лицом в землю, мне завязали скотчем руки, начали поднимать, спросили, куда я ранен. Я сказал, что левое бедро. Мне туда прилетело с ноги. Я, понятное дело, начал кричать от боли. Он сказал мне: терпи, меня тащили волоком, у меня обувь слетела. Спать мне удавалось от того, что было очень плохое состояние. За эти 2 суток я не ел вообще. Нас там каждый день водили, заставляли записывать видео по их тексту. Если у кого-то что-то не получалось, их били так же, как и меня. Потому что в связи с ранением головы у меня память была не особо. И я не мог весь текст запомнить, чтобы все рассказать. В первый день нашего пребывания в спортзале туда привезли одного человека, и доктор, который меня осматривал, сказал, что он до утра не доживет. И этого человека всю ночь забивали до смерти. Просто ты лежишь, у тебя на глазах повязка, и на весь спортзал крики от боли этого человека. Но вскоре они утихли, и на утро нам сказали, что вы вообще в курсе, что вы с трупом спали. Было такое чувство, что его били палками, потому что звук был очень глухой от ударов. Перевезли на автозаках в СИЗО службы безопасности. По приезду туда меня очень сильно избили.
Я дня 3 не мог нормально спать, дышать. То есть, получается, по приезду в сезон нас завели на этаж, руки за спиной, повязка на глазах. Только я начал заходить в помещение это, и мне сразу же прилетело по голове. А из-за травмы головы, от любого удара я терял сознание. Меня вечно били, меня ударили по голове, я потерял сознание, мне начали выламывать руки, пальцы. Орали, что мы тебе сейчас руки будем, то, что руку сейчас сломаем. Я пытался через силу подняться, мне опять прилетало по голове, и так по кругу. Ногами, руками по животу били. А из-за того, что ничего не ели, было крайне сложно это все переносить, то, что все органы отбили. Я дня 3 не мог нормально спать, дышать просто-напросто, из-за того, что мне все внутренности болели. Там уже на тот момент были летчики. Я лежал рядом с одним из них. Если вечно какой-то снаряд прилетает, выходит человек, начинает его избивать. Просто ногами, руками. И они единственные люди, которые были в наручниках там, потому что, когда он переворачивался, слышно звук железа. Над ними очень сильно издевались, над ними им спать не давали, их кормили намного реже и воды вообще не давали. Перед тем, как отвезти нас к Красному Кресту, нам все, кто рядом был, говорили, что если вас будут спрашивать, то говорите, что питаетесь вы отлично, воды вам дают, ничего не жалеют, то, что условия у вас отличные, то, что и те, кто ранен, обрабатывают вам все хорошо. Вот, ну, естественно, завязали, руки, ноги завязали. Вот, начали бить. Но у меня, получается, чуть-чуть как была борода. Я помню, как они мне говорили, ну вот он кадыровец, ну, чеченец. Я как понял, у них к чеченцам, ну, кадыровцам особое отношение. Вот. И начали, я уже помню, ну, по лицу, ну, ногами по лицу, по голове били. Вот. Дальше, когда уже мне по лицу с ноги дали, я помню, я вырубился, и в тот момент ничего не помню. Ну, угрозы были там, не знаю, там повесим, всякие угрозы были. Есть такие угрозы, ну, которые я не могу на камеру как бы говорить. Ну, были очень страшные. Вот. Ну, угрозы были гораздо такие, ну, опасные там. Они, помню, говорили, типа, их надо кастрировать. Я помню, когда еще, ну, мы завязанные руки, ноги были, ну, как бы мы лежали, там другие солдаты, ну, там один раненый был, я не знаю, они его пытали или что, ну, это ну, как бы не видел, я помню, как он там кричал, орал. Вот. Ну, а так они как, на камеру снимали, там, подходили там на камеру, там кто-то, может, ногой, ну, ногами пинал, ушел, так ногами били тоже. Ну, по ребрам, вот, рассказывал, по ребрам, говорит, меня били, другому прикладом по голове.